Фу ты, черт! Напугал. Ты чего опаздываешь? Кто там? Я как следователь активно знаком с материалами дела. После смерти нашего коллеги и после побега осужденного дело передали мне. Покажите мне все. Ну, затем мы и здесь. Я же все понимаю. И все вам расскажу, если это поможет поймать его. Хотя у меня в голове не укладывается. Как он вообще мог сбежать? 10 лет просидел, и вдруг… Такое бывает. 10 лет и вдруг. Никуда не денется, поймаем. Как его охарактеризуете? Павлова. Саша, он был очень замкнутый мальчик. Всегда был погружен в себя. Любил уединение, одиночество. Сверстники издевались? Нет, я так не скажу. Хотя разное было. Понятно. Почему здесь стоим? А, здесь? Ну, вот здесь и произошло. Первое убийство. Прям тут, на поляне? Да, прямо здесь. Это была Оля. Самая боевая, самая шустрая в классе. Такой командир в юбке. Ну, так в шутку называли. Он ее повалил и перерезал ей горло. Прямо здесь. Пойдемте вон туда, в перелесок. Бывшие одноклассники Павлова приехали сюда на 2 дня. Почему на встречу выпускников не пригласили Павлова? Ну, вы же знаете детей, тем более, когда такое случается. Это вы о сексуальной связи Павлова и капитана, учителя труда? Простите, не сексуальную связь, а насилие над ребенком, которое длилось годами. Прошу прощения. Я сформулировал неверно. Вы помните, как это вскрылось? Это же было на выпускном. Саша порезал себе вены и написал предсмертную записку про все те годы, что Капитанов издевался над ним. Ну и потом со вскрытыми венами пришел на праздник. Весь в крови, глаза безумные. Споротые вены в разгар выпускного – это красиво. А у вас хороший юмор. Кстати, что здесь? Здесь был 2-й эпизод? Да-да, здесь была убита Полина. Это один из самых жестоких эпизодов. Ее нашли
Вот здесь вот, у стены. Это единственная жертва, которую он мучил. Правда, недолго. Да, недолго, но с особой жестокостью. Распотрошить жертву, как рыбу, столярным резаком. Не повезло девочке. Кстати, самый лучший класс в школе. Ну, а эти 7, они самые такие лучшие, самые активные. Собственно, после выпускного они и давали показания. Показания по делу Капитанова? Ну и что? Они все рассказали, ну и как любые дети, сдобрили эту историю подробностями, слухами, домыслами. И по совокупности показаний вообще чуть ли не получилось, что Павлов извращенец, преступник, ну и вообще сам нарвался. Когда Саша узнал, что про него одноклассники наговорили, с ним случилась истерика. Он плакал, рыдал. В общем, он посчитал это как предательство. Как жестокое предательство последних его друзей. И не простил. Видимо, он действительно считал вас всех друзьями. И, наверное, любил этих 7. Чужая душа потемки. А уж кровавого убийцы. Ну вот здесь нашли еще 2. Руслана и Светку. Даже страшно подумать об этом. Какой вы нежный. Кажется, здесь была спица. В сердце. Обоим. А потом он выколол им глаза. Я не очень понимаю, ну в чем был смысл-то этого зверства? Не очень хочется смаковать мне эти моменты. Я не смакую. Мне важно восстановить хронику событий. Детали имеют значение. Слушайте, пойдемте отсюда, а? Я не могу, у меня уже голова кружится. Сейчас в обморок грохнусь. Месть разъяренного, психически ненормального ребенка. И ярость, и боль. Да, месть в первую очередь. Месть за то, что мы отстранились, за равнодушие и за предательство. Я тоже не люблю своих одноклассников, если честно. В школе я тоже был заморож. Ну вот он их и удалил. Свидетели того времени, когда над ним творили жуткие вещи. Удалил, как молочные зубы. 5 была Лена. Симпатичная, безобидная девчонка. А он просто сломал ей шею. А потом вот положил ее здесь, в такой позе, как модель на фотографии. А он же увлекался фотографией, Павлов этот, насколько я помню. Да, у него даже выставка в школе была. Талант. А самое страшное и печальное было то, что Леночка была очень добрая и очень душевная девочка. Она и к Саше хорошо относилась, защищала его, жалела. А он и ее. Вот так. За доброту люди часто так платят. Факт. Пойдемте теперь обратно. Здесь. Да, я читал. Здесь было мясо.
Я бы не хотел, чтобы про меня так говорили после смерти. Прошу прощения. Вот здесь он убил последних двоих. Пашу и Маринку. Они с 8 класса были влюблены друг в друга до беспамятства. А он их уничтожил каким-то просто невообразимым образом. Так, я понял. Это последнее место? Да. 7 человек. Это все. Хорошо, спасибо. Понятно. Картина вроде ясная. Так. Наш штатный фотограф не смог сегодня подъехать, а фотоотчет нужен. По каждому месту, которое вы показали. Вы не против, если мы еще раз вас потревожим? И я пришлю фотографа, и он отснимет лагерь. Конечно, конечно. Если это имеет смысл. Просто формальность.